Всем привет! Сегодня мы вам будем готовить борщ. Всем привет! Меня зовут Оля, и это моя доченька Ника, и это Оленька. Что будем готовить для папы? Борщ. Умница! Сегодня мы вам будем готовить борщ, самый обычный, простой, постный борщ, так как у нас сейчас зима, а кому неохота поесть чего-нибудь тепленького. Для этого нам понадобится картошка, свекла, капуста, лук, морковка, томатный соус и зелень. Как вы видите, зелень у меня уже заранее в воде, потому что сегодня, когда покупаешь в магазине, обычно попадается зелень с землей, с песком. Поэтому желательно, чтобы она отмокла в воде, ее промываем хорошо, она всплывает, весь песок и земля оседают, и тогда у нас будет чистая вкусная зелень, и мы не будем мешать щебень в нашем рту. Да, обязательно нужно сказать, что это очень незаменимая вещь в вашей кухне, иметь досточки для каждого вида продуктов, для рыбы, мяса, курицы и овощей. Заранее я на плиту уже поставила нагреваться кастрюлю воды, примерно 5-5,5 литров. И начинаем с картошки, так как мы картошку закинем в воду, и потом будем делать нашу зажарку. Ты будешь маме помогать? Ты помощница маме? Сколько всего? 3. 3 картошки. Молодец. 3. Умница. Обязательно промыть и нарезать. Вместе? Ты помощница? Молодец, Никина молодец. Умничка. Да. Я люблю картошку мелко нарезанную. У каждой хозяйки по-своему. Но так, чтобы у вас один кусочек помещался в ложку, когда вы его берете в руки. Вот у нас сколько картошки получилось, да? Да. Много-много. Забрасываем ее в кастрюлю. Кастрюлю. Следующее мы берем наш лук. Сейчас я вам расскажу маленький секрет, как быстро и без слез нарезать лук. Обязательно лук нужно всегда срезать его верхушку. Тут, где у нас корешки, мы оставляем, потому что здесь все слезы. Срезаем верхушку. Потом, для того, чтобы ее легко почистить, разрезаем луковицу пополам. Да, И сейчас легко с каждой стороны снимаем верхний слой. Так как нам нужна будет только одна половинка, я одну чищу, вторую оставляю. Вот как мы сейчас будем нарезать. Луковица соединяется здесь вся в корешке, поэтому мы держим корешок пальцами. И не обязательно резать ее вертикально и горизонтально. Да, Никуш? Можем только вот так вот. И вот у нас с вами сразу получаются кубики. Кубики. Красиво, правда? Нам нужно строить новый дом. Строить новый дом из кубиков. Прекрасно. Сейчас чистим морковку. Средняя морковка. Никуша хочет морковку покушать? Ага. Мы почистили морковку, сейчас мы ее натираем на крупной терке. Морковка вкусная, да? Следующая у нас по очереди идет капуста. Мы возьмем половинку этой нашей капусты средней. Будет более чем достаточно. Пополам. Умничка! Порезать пополам. Конечно! И вот такая незаменимая вещь на моей кухне. Это вот мадалина, или как-то ее шинковка называют. Кто как ее там называет. Но это очень классная вещь. Быстро, эффективно нарезается капуста, шинкуется капуста. Капусту вот мы немножко натираем. И я нарезаю где-то такими полосочками, где-то 2-3 сантиметра, наверное. Для того, чтобы, опять же, эта капуста у нас прекрасно держалась в ложке. Следующая у нас на очереди свекла. Чистим ее. И тоже натираем на крупной терке. Ты моя строительница комплексов строительных. Кто это у нас? Архитектор будущий? Я хотела из кубиков. Из кубиков построить? Что ты хотела построить из кубиков? Из кубиков башню. Башню! Ух ты! Вот о том, о чем я вам говорила. На дне посуды остается песок. Зелень мы отсюда достаем.
для Никусиного строительства. Ей там как раз хватит песочка. А зелень мы нарезаем мелко и будем добавлять ее в конце. Все ингредиенты для нашей зажарки готовы. Я приступлю к тому, что буду все это тушить. А наш второй поваренок подустал немножко, поэтому я остаюсь одна. Но надеюсь, что на пробу нашего борща она обязательно подойдет. Так что давайте начинаем с лук, морковку и капусту. В разогретую сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного масла. Всыпаем лук, тушим 2-3 минуты на среднем огне. Добавляем морковь, перемешиваем и тушим еще минутку. Затем закладываем капусту, солим, перчим и накрываем крышкой. У нас прошло 5 минут, наши овощи протушились, и я добавляю свеклу и 2 столовые ложки томатного соуса. Хорошо все это перемешиваем и оставляем на огне еще на 3 минуты. Если нет томатного соуса, можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты или кетчуп. Наши овощи протушились, мы готовы нашу зажарку засыпать в кастрюлю уже готовой картошкой. Еще один секрет — это то, что картошка должна быть готова до того, как мы засыпем зажарку. Так как в зажарке есть томатная паста, томатный соус, томатный кетчуп, чтобы вы там не использовали, оно не дает картошке развариться. Поэтому обязательно должна быть картошка уже готова, потом мы уже засыпаем нашу зажарку. Это случается даже с самыми лучшими из нас. Я, конечно же, забыла про фасоль. Какой борщ без фасоли? Особенно если он без мяса, в фасоли есть достаточно белка. Поэтому я открываю баночку фасоли. У меня в этот раз kidney beans. Обязательно ее нужно промыть. И засыпали уже в наш кипящий борщ. После того, как мы все засыпали в наш борщ, даем ему еще 5 минут где-то покипеть. Мы будем сервировать его с черным хлебушком, с чесночком и с салом. Кто не любит сало с борщом? Держи, солнышко. Помоги маме, пожалуйста, почистить чесночок. Ну, сейчас я почищу его. Умничка моя. Все, наш борщик почти готов. Смотрите, какой красивый. Красненький. В нем всего есть. Достаточно густой, но и жидкости тоже хватает. Снимаем последнюю пробу. Это очень вкусно. Но Никуся вам подтвердит потом в конце. Мне достаточно и соли, и перца, и всего. Сейчас уже засыпаю зелень и еще прокипячу 1 минуту. Заливает кастрюлю. Борщик готов. Будем снимать пробу. Осторожно, горячо. На. Пробуй. Нет. Наш дегустатор отказывается пробовать борщик, но я уверена, что он очень вкусный. Просто горячий. Мы немножко подождем и обязательно его покушаем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Та-дам! Так как наш борщ постный, мы его будем сервировать. Нет? Сейчас, давай скажу. Оля, все пропало. Эти съемки. Это просто катастрофа. Нашу. Как ты сказал, стимулировать? Что? Активировать? Ваш канал.